Как будто не наступает. Один раз она так. Ну вот сейчас прыгает она. Прыгает, малышка. Я записала ее к врачу все-таки после Нового года. Хочу съездить, показать, сделать рентген, что у нее там вообще. Ну да. Тёма хорошая. Ну ты чего? Хорошо, хоть собак сейчас смотрели, что внятные собаки. Никого нет? Шустренькая, блин. Какая? Бабенка. Сейчас чуть не выпрыгнула у нас из машины. О, старушенца называется. Куда? На самом деле такая мадам старая и очень своенравная. Тем более она сейчас боится здесь, в больнице. Нервничает. Муша. Уже был виден. А что это у нас такое сломанное? Это был уже, До операции? да, вот 22 22 марта. Вот, Я вся думала, что у история. нас... Я думала, это сейчас снимок. Нет, это изначально у нас такие входящие были данные. Это до операции мы планировали. Он был застарелый, насколько я помню, да, перелом, не свежий. Ну как? Сустав сильно ограничено. Смотрите, все не сгибается. Так, и То что? есть часть должна касаться почти пара. Угу. Ну, надо реагировать, смотрите, что там, почему. Вот здесь вот, смотрите, Ой, тоже реагирует. Или испугался. Вот. ой, Мушенька, Муша, стой. Вот здесь, видите, вот все больше. Так, а здесь прям очень выраженная мозоль росла. Эта мозоль, кстати, костная, она может ограничить движение тканей. Но меня вот смущает то, что вы говорите, первые 2 года не было хромоты, хотя, по идее, она должна была быть. Ну, может быть, у нее изначально... Муха. Приехали из стационара, она ничего там не съела за день. Вот я ей сварила свеженькой печеночки с рисом и с овощами. Она ничего не кушает. И в стационаре за весь день она была на капельницах, ничего не ела. Мушенька. Приехали с Мухой домой, потому что помимо того, что мы взяли кровь, на УЗИ нас записали на завтра на утро. Соответственно, померили ей температуру, у нее 42 градуса, очень высокая температура, поставили ей обезболивающие и жаропонижающие. Сидим, ждем, пока нас в стационар заберут. На самом деле целое дело. Так захочешь помереть и не помрешь. Сначала нужно к врачу-терапевту попасть. Несмотря на то, что мы уже были вчера в стационаре. Потом через врача-терапевта. Не обращайте на мою прическу. Я уже 3-й день не могу голову помыть. Мушенька. Приехали с Мухой из стационара. Она ничего не ела в течение дня там в стационаре. Соответственно, сейчас я буду ее принудительно кормить. У нее пока нет никакой положительной динамики. Такое впечатление, что она просто сдалась и не хочет бороться. Давай, мой хороший. Давай. Мушенька. Муша, я в тебе буду капельницу капать. Тебе будет хорошо, да? Ой, золотулечка. Давай, выздоравливай. А то у тебя вообще в животике ничего нету. Ничего не кушаешь. Сколько дней уже на голоде. Слава богу, хоть водичку пьет. Так, сегодня у нас 3-й день стационара. Динамики у нас никакой нет. С утра она вчера вечером поела принудительно. 5 шприцов по 20 кубиков. И сегодня утром я ее покормила. Мушенька, тебе плохо. Иди, моя золотая, сюда. Мушенька. Совсем потеряет силы и вообще уже ничего невозможно будет сделать. Муж, ну поешь немножко, ну пожалуйста.
Дышит очень тяжело. Сейчас вот она замолчала, я ее снимаю. А так я отхожу, она дышит, как пыхтит, как паровоз. Пять шприцов по 20 кубиков. И сегодня утром я ее покормила. Сейчас она чуть-чуть буквально поклевала, немножечко покушала, водички попила. Ей жарко очень дома, потому что она всю свою жизнь живет на улице. Но Машка висит. Ты моя золотая, привет, привет, Мушенька. Ласка. Господи. Давай мясочко покушай. Где моя золотая дочка? Здрасте. Кушай мясочко, кушай. Я тебе как раз выбрала самые мелкие кусочки, чтобы тебе не давиться. Это большой кусочек. Сейчас, подожди. Кушенька. Муха, ты что меня пугаешь? Привет! 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 Ты чего такая? Привет! Мусенька! Ты чего тут лежишь? Ты чего? Ты чего тут мерзнешь? У тебя же домик теплый. Ты чего? Вон, заспалась старушка. Я пошла ворота открыть, чтобы на базу въехать. Наконец-то она проснулась, начала жизнедеятельность. Все, сейчас будем вкусняшки кушать. Вкусняшки будем кушать. Вкусняшки. И укол потом будем ставить, да? И укол будем ставить. Давай, тялятка. Золотая. Тая птичка. Ай, моя золотулечка. Сейчас будем укольчик ставить. Я тебе принесла вкусняшечки. Вкусняшечки, моя ты ж золотая, моя золотая девочка, глухая, ничего не слышит. Мусенька, ай, привет, моя ты золотая, ты что такая, носик грязный, да, носик грязный, слышит, не слышит ничего. Ну не трогайте, она его потом съест, закопает. Она хозяйственная женщина, она где-то взяла в ковы. Да? Может, женщина, на, вот тут вот кушай. Печеночный рулет ей купила, она его очень любит. Носик грязный, привет, Мусенька, ты моя золотуля, ты моя золотулечка. Ой, какой ветер, ты моя золотулечка, Мусенька, привет. Положила на асфальт, у мужиков чисто. Дождик уже промыл и вчера, и сегодня все. Ты что так без аппетита кушаешь? У меня собаки, или ты старенькая совсем, Мушенька, не пойму. Я ей укол поставила, она сейчас боится у меня из рук подходить брать. Думает, что я сейчас
ее буду приманивать на еду и схвачу. Очень подозрительная старенькая собачонка стала. Соломы ей свежие, чтобы постелить в будку. Мушенька. Что-то у нее какие-то глазки грустные. Плохо себя чувствует. Собакевич. Мушенька. Пойдем. Мы едем опять в стационар. Сегодня утром. Время 9 утра. Полдесятого уже даже. Вот. Сегодня на весь день опять в стационар. Вчера мне не удалось ей дать антибиотик. Точнее, из 2 таблеток одну только я смогла ей засунуть. Она просто зажимает челюсти. Мушенька наступает на лапку после уколов. Ей значительно... Ой, господи, полегчало. Ну, уже с какой месяц? Наверное, месяц 4 я ей ставлю укольчик. Либреллы каждый месяц. Муша подхрамывает, но лучше нам. Пришла. Мушенька, ты же съела паштетик. Ты хочешь пакетик такой кошачий? А мне я даю ей тоже такой. Ты хочешь тоже? Иногда. Иногда, знаешь, когда это... Вот особенно, знаешь, Сейчас тебе дам. когда последняя... Колола до того, как мы поехали в стационар спазган внутримышечно. Пойдем, моя хорошая. Она идет все время куда-то не туда. Она, во-первых, совершенно абсолютно ничего не слышит. Пойдем. Но все, что меня вот больше всего волнует, это то, что она вообще не кушает. Я уже все испробовала. Мушенька, пойдем? Поехали.